Здравствуйте, друзья! В эфире Геоэнергетика Инфо. С вами Радайкин Максим. Я Борис Марсенкевич, всем добрый день. На ЗАЭС будет ядерная катастрофа, если блэкаут продолжится. Топлива на резервных дизель-генераторах хватит лишь на 10 дней, пишут СМИ со ссылкой на сайт МАГАТЭ. В случае полного отключения резервных систем может возникнуть угроза расплавления ядерного топлива. Борис Леонидович, пожалуйста, расскажите, как в действительности все-таки в каком состоянии находится АЭС, что с реакторами и какие риски реально присутствуют? Начнем с того, что уважаемые и неуважаемые СМИ, которые заявляют, что видели подобного рода текст на сайте МАГАТЭ, ну, либо не владеют английским языком, либо делают это умышленно. Если ту же новость найти на сайте МАГАТЭ, то там присутствует слово «более чем на 10 дней». Вот слово «более» куда-то исчезло. Ну и давайте разбираться, стоит волноваться или не стоит волноваться. Пункт первый. За время событий на линии боевого соприкосновения это уже 10-й по счету случай, когда Запорожская атомная электростанция остается без внешнего питания. Да, это неприятно, но сказать, что это нечто выдающееся, повторяю, 10-й юбилейный раз. Количество дизельных генераторов, это точно известно из открытых источников. Все остальное на уровне слухов комментировать не хочется, и их там 18 штук. По 3 дизельных генератора на каждый атомный энергоблок строго в соответствии с требованиями МАГАТЭ. Опять же, как бы мы к украинским властям не относились, но Энергоатом достаточно серьезная организация, и требования МАГАТЭ старался выполнять настолько, насколько позволяли финансовые возможности. Это я к тому, что за это время ловушки расплава там не появились, хотя они входят в так называемый постфукусимский кодекс безопасности. Но это требует достаточно серьезных вливаний, это надо суметь пройти под днище корпуса реактора и вот там какие-то мероприятия проводить. Ну, не было у джентльменов, у панов денег на это. Далее, для чего нужны эти дизельные генераторы? Они нужны для охлаждения реакторов. Несмотря на то, что цепная реакция деления прекращена, идет остаточное выделение тепла, идут какие-то ядерные трансмутации, идет выделение тепла. Поэтому проточная вода должна продолжать путешествовать, точно так же, как она должна обеспечивать охлаждение облученного ядерного топлива в бассейнах выдержки, которые находятся там же в реакторном здании для каждого атомного энергоблока отдельно. С этим понятно. Что произошло на Фукусиме? Сразу после того, как произошла авария, начался нагрев топлива. Совершенно очевидно, потому что атомная электростанция Фукусима находилась в рабочем состоянии. В режиме холодного остановки Запорожская атомная электростанция находится уже почти 3 года. Соответственно, такого резкого роста температуры, как мы наблюдали на Фукусиме, здесь не может быть, потому что таковы физические законы. Процесс ядерной трансмутации заканчивается. Я на всякий случай напомню, что время нахождения облученного топлива в бассейне выдержки 5 лет. Здесь ровно то же самое. Облученное топливо, он находится не в бассейне выдержки, а в активной зоне, которая продолжает охлаждаться в течение уже 3 лет. Остаточная температура там невелика. Что произошло? Перебита последняя линия электропередач, при этом украинские власти заявляют, что это произошло на территории подконтрольной вооруженным силам Российской Федерации, мы заявляем прямо противоположное. Почему не происходит ремонт? Информации нет, верить досужим сплетням не хочется, комментариев от руководства Запорожской атомной электростанции мы не видим. Ну, самое простое соображение, что обстановка на линии боевого соприкосновения такова, что дежурным бригадам выезжать для проведения ремонтных работ совершенно не хочется. Хочется жить, не погибать. Вот, собственно, вся обстановка. Поверить в то, что дизельное топливо закончится, ну, конечно, можно, ведь там, где идут боевые действия, солярки нет. У нас же танки движутся на Святом Духе. Откуда взять солярку? То есть, ну, более нелепого аргумента придумать вообще невозможно, на мой взгляд. Можно, конечно, поверить, что Запорожская атомная электростанция находится где-то в центре пустыни, и подвоз туда невозможен, но это, пожалуйста, в отдел фантастической литературы. Продержаться сколько может. Последнее заявление руководителя пресс-службы
Запорожская атомная электростанция на тот момент, когда обрыв питания внешнего произошел, на 20 суток. Прошло сейчас 8 дней, по-моему. То есть в запасе это точно, ровно то, что написано на сайте МАГАТЭ. Не в переводе вольном некоторых СМИ, а то, что написано на сайте МАГАТЭ. Более 10 дней. Представить себе, что в течение более 10 дней не удастся осуществить новый подвоз дизельного топлива, ну, наверное, можно, но для этого надо, видимо, какую-то резкую вспышку боевых действий именно возле города Энергодара, пока мы это тоже не наблюдаем. Ну, вот, собственно, такая обстановка. Ну, и понятно, что очевидный способ более радикального решения проблемы – это подвод внешнего питания с нашей страны. В этом случае есть надежда на то, что аварий станет меньше. Потому что я склонен верить тому, что сообщают наши военные, что обрыв линии произошел на украинской стороне. Там для этого боевых действий проводить не надо, что представители киевского режима умеют делать с линиями электропередач. Мы наблюдали еще достаточно давно, когда наступила внезапная энергетическая блокада Крыма. Просто взорвали линии электропередач, вот, собственно, и вся проблема. С учетом того, что там происходит, после этого можно долго показывать на место взрыва, рассказывать, что это был некий боеприпас со стороны России, что это прилетела какая-нибудь там крылатая ракета, БПЛА. В той обстановке, которая сейчас имеется в районе Энергодара, можно говорить что угодно, проверить это невозможно. Так что, ну, да, это неприятно, то, что нет внешнего питания, это не штатная ситуация. Штатно работают дизель-генераторы, обеспеченные дизельным топливом на достаточно большой срок. Возможность для подвоза нового объема дизельного топлива тоже имеется. Пойдет ли наше руководство на то, чтобы запитать Запорожскую атомную электростанцию с нашей страны? Ну, будем наблюдать, надеюсь, что нам об этом сообщат. Борис Леонидович, насколько известно, вот последняя сеть, которая, ну, ЛЭП, которая связывала Украину с ЗАЭС, это 750 киловольт, по-моему, по сути, она была последней. Мы когда опубликовали данную новость, у всех негатив, раздражение, но никто не понял, что это было последним звеном, которое хоть как-то связывало Украину и ЗАЭС. И в принципе, может быть, кто-то ждет от МАГАТЭ отмашку, чтобы подключить ее к российским сетям, как рекомендацию к восстановлению энергоснабжения ЗАЭС для снятия, ну, подобного рода напряжения. Ну, если МАГАТЭ будет использовать тот же подход, который использовала до этого, что-то упало, откуда прилетело, мы не знаем, мы не видели, мы слепые на оба глаза. Тогда они и сейчас должны констатировать, внешнее питание электростанции прекращено. Кто виновник события, мы не знаем. Для того, чтобы соблюдать нормы безопасности, которые для любой атомной электростанции в любой точке планеты имеются, внешнее питание должно быть. И опять же, исходя из того подхода, который у МАГАТЭ был, МАГАТЭ сейчас должно потребовать у оперативного состава Запорожской атомной электростанции обеспечить внешнее питание любыми способами. Со стороны России, со стороны Украины, со стороны Танзании, там кого угодно, но линия электропередач должна быть. Ну, просто Я насколько надеюсь, из... что господин Гросси сохранит объективность и в обязательном порядке этого потребует. И тогда мы из Малайзии, а также из Сингапура и со стороны Гренландии подведем необходимое количество линий электропередач. Раз а, Гросси требует, мы же не можем не подчиниться. Ну, естественно, тем более сетей со стороны Российской Федерации там более чем хватает. Пускай не такой мощности, но тем не менее они наличествуют. Борис Леонидович, а что известно по вот этому вот секретным технологиям Соединенных Штатов, которые до сих пор присутствуют на территории ЗАЭС? Там ничего, что там по факту-то осталось и чего ждут, почему не вернут-то? Ну, не очень понятно, во-первых, как это сделать чисто физически. Линия боевого соприкосновения не то место, где удобно возить радиоактивные грузы. Пункт второй, неизвестно, куда возвращать. В соответствии с действующим законодательством Соединенных Штатов Америки, облученное ядерное топливо приравнено к высокоактивным отходам. Никаких технологий по его переработке в Соединенных Штатах нет. И компания Westinghouse, поставившая топливо, не имеет права ввозить высокоактивные отходы на территорию США. Собственно говоря, все. То есть мы бы рады вернуть, но они не забирают.
Потому что, во-первых, неизвестно как, во-вторых, неизвестно куда. Может быть, когда тишина на линии боевого соприкосновения закончится, это будет размещено так же, как все предыдущие варианты, так как это было штатно предусмотрено. Сначала бассейн выдержки, потом сухое хранилище, и дальше какое-то решение будем принимать отдельно. То есть для них можно выделить цилиндры сухого хранилища, где будет храниться вот это замечательное американское топливо, с тем, чтобы американцы могли думать, что с ним делать, куда его транспортировать, или как договориться с Росатомом о том, чтобы он его взял на переработку, но Росатом никогда не берет на переработку чужое облученное ядерное топливо. Нам неизвестен ни изотопный состав, который образовался, ни технология, по которым производилось это топливо. Росатом такое топливо производит давно, многократно его модернизировал, улучшал. Свои характеристики мы знаем. Ради какого-то небольшого объема вводить новую технологическую линию, проводить научно-исследовательские работы, чтобы разобраться, что там с изотопным составом, ну, можно, но для этого надо, чтобы отношения между Россией и США были на более высоком уровне, чем на день сегодняшний. Поэтому те версии, когда говорят, что раздался приказ от Трампа, и мы не изымаем топливо Вестингаус, потому что этого делать нам вот запретил Дональд Трамп, или бог его знает кто еще, вопрос еще раз. Мы не знаем технологии, по которым было изготовлено этого топлива. Мы не знаем, каков изотопный состав облученного ядерного топлива, на основании каких технологий мы его должны перерабатывать. Почему мы должны? Соединенные Штаты забирать его к себе не имеют права. Вот такая коллизия, так скажем, юридически техническая. С юридической точки зрения Вестингаус не имеет права забирать, некуда транспортировать. Мы его перерабатывать, во-первых, не умеем, во-вторых, не хотим. Борис Леонидович, если мы уж коснулись Соединенных Штатов Америки, там министр энергетики США заявил о том, что как бы без обогащенного уранового продукта из Российской Федерации ядерной энергетики не будет на территории Соединенных Штатов. Это так или Она нет? будет, но она будет просто сокращена немножечко. По окончании действия договора в ООН, он же сделка Гор-Черномырдин, он же мегатонны в мегаватты, закончился он в 2013 году. В 2014 году правительство Соединенных Штатов ввело квоту на поставки обогащенного уранового продукта из России в 20% от общего объема спроса. Вот на эти 20% атомная генерация Соединенных Штатов зависит от работы Росатома. Будем мы обогащать для них плутоний или не будем, простите, уран. Ну, сказать, что это некая катастрофа, общая доля атомной генерации в энергобалансе Соединенных Штатов порядка 20%. Вот 20% от 20%, ну, на 4% пострадает. Будет сложно, но могут потерпеть, могут открыть новое. Ну, Трамп, вот, выступая за необходимость возобновления угольной генерации, ну, прекрасный вариант, пусть строят угольные электростанции, мы же не против. Тем более, что указ мистера Байдена о том, что Соединенные Штаты сами себе запретили импорт обогащенного уранового продукта из России, никто не отменял. Там есть возможность отсрочек, которые предоставляет Министерство энергетики по заявкам компаний. Напомню, что атомные электростанции на территории США – это не государственные предприятия, это все в руках частных компаний. Вот каждая из этих компаний имеет право обратиться, объяснить, что возможности где-то на рынке приобрести такой же продукт нет, а это угрожает энергетической безопасности Соединенных Штатов, получить исключение. Но этот режим будет действовать до конца 2027 года. Дальше все будет запрещено. При этом оценить тот объем обогащенного уранового продукта, который по документам является ураном, добытым на территории Казахстана, Узбекистана, еще каких-то стран, но при этом обогащен по содержанию урана-235 в России, ну, я думаю, что этим должны интересоваться Министерство энергетики США, прежде всего. Режим так называемого давальческого сырья никто в мире не отменял. Если совместное предприятие, допустим, добывающее уран на территории Казахстана, желает его где-то обогатить, оплатив работу, и забрать полученную продукцию, но оно это сделает. По американским правилам этот уран будет оставаться казахстанский, просто он обогащен.
И то, что у самого Казахстана обогатительных мощностей, обогатительных технологий просто нет, с точки зрения таможни, уже никого не интересует. Был режим давальческого сырья. Уран добыт в Казахстане, да, в Казахстане все в порядке. Уран добыт в Узбекистане, да, в Узбекистане все в порядке. Так что не исключено, есть ряд экспертов, которые считают, что зависимость Соединенных Штатов от обогащения урана именно в России не 20%, процентов 30%. Ну, как-то так. При этом тот же министр энергетики США недоволен этим режимом, с одной стороны. С другой стороны, в одном из своих выступлений он припомнил, что обогащенные урановые продукты из России покупает Европа, покупает Африка и вообще кто угодно покупает. Удивляться этому не приходится, потому что если брать общую мощность всех заводов по обогащению урана, то Росатому принадлежит 41%. Это не контрольный пакет, но стоит иметь в виду, что еще 17% обогатительных мощностей находятся на территории Китая. Китай обогащенный урановый продукт никому не продает. Причина понятна. Сейчас на территории Китая одновременно строится 30 атомных энергоблоков. Китаю не только нет возможности продавать, он продолжает импортировать обогащенные урановые продукты из России. Ему это необходимо при том количестве, при таком росте взрывном атомной генерации Китай вряд ли пойдет. 41 плюс 17, вот, собственно говоря, уже контрольный пакет. Так что как будет выпутываться из этой ситуации Соединенные Штаты, мне сказать сложно. Единица измерения обогатительных мощностей, единицы разделительной работы, так называемая, спрос в Соединенных Штатах 30 миллионов единиц, вот этих, не буду сейчас объяснять, времени не хватит. Единственный завод на территории США, принадлежащий европейской компании Юренко, с оригинальным названием Юренко USA, имеет мощность 4,5 миллиона единиц разделительной работы. Министр США месяц назад сообщил о том, что к 2028 году мощности будут значительно расширены, и будет к 2028 году уже не 4,5 миллиона единиц разделительной работы, а целых 5. Спрос по-прежнему 30 миллионов единиц, так что Соединенные Штаты на пути к победе, надо просто немного подождать. Борис Леонидович, такой вопрос. В СМИ постоянно пишут то, что США не могут обойтись без урана из России. А вы говорите про обогащенный урановый продукт. То есть это получается, это уже с какой-то добавленной стоимостью. Мы что-то более дорогое, чем просто руду взяли и поставили. Разница на самом деле колоссальна. Давайте по производственной цепочке пробежимся. Добыли уран из подземных кладовых, неважно каким способом. Напоминаю, что богатым урановым месторождением считается то, где урана содержится более 1%. Значит, первая операция – убрать пустую породу. Обогащение руды. Не урана, а руды. То есть убрать вот пустую породу. После того, как порода убрана, мы получаем на выходе желтый кек. Это вполне качественный товар, которым Казахстан обеспечивает более 40% мирового спроса. Но содержание делящегося изотопа уран-235 в природной руде 0,7%. Цепная реакция затухнет при таком низком количестве. Для того, чтобы эта цепная реакция продолжалась долго и была управляемая, уран-235 должно быть 5%. Вот двигаемся дальше. Уран добыли, от пустой породы очистили, дальше мы его доставляем на завод по обогащению. Первая операция чисто химическая. Уран в природе, в природной руде в соединении с кислородом, оксид, это не подходит, требуется гексафторид, то есть соединение одного атома урана с 6 атомами фтора. Чисто химическая операция называется на промышленном, на профессиональном сленге конверсия урана. Далее этот гексафторид урана превращается в газ. Гексафторид нужен именно потому, что при нагреве нет жидкой фазы, серый порошок превращается сразу в газ. Вот он отправляется в газовые центрифуги. При обогащении в 5% потребность природного урана составляет 8,9 килограмма. Килограмм обогащенного до 5% урана – это 9 килограмм природной руды. Плюс стоимость работы по конверсии, плюс стоимость работы газовых центрифуг. Получили обогащенный гексафторид. Гексафторид для ядерного топлива не подходит, его нужно снова превратить в оксид. Реконверсия.
Это еще одна промышленная процедура, которая тоже стоит денег. Соответственно, стоимость килограмма обогащенного уранового продукта в 10-12 раз выше, чем стоимость килограмма природного урана. Росатом в США поставляет именно обогащенный урановый продукт. Почему это выгодно Росатому, я надеюсь, только что объяснил. Борис Леонидович, большое спасибо за комментарий, друзья. Подписывайтесь на телеграм-канал Геоэнергетика Инфо, ссылка будет в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, чтобы мы и дальше также вещали на всех площадках без монетизации, исключительно благодаря вашей финансовой поддержке. Спасибо, до новых встреч! Читая любые новости, ищите возможность выйти на их первоисточник. Так вы будете себя чувствовать значительно спокойнее. 10 дней превратятся в более чем 10 дней. Всем спасибо за внимание, всем всего доброго.